Привет, меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке я покажу, как сплести из резинок Rainbow Loom чехол для смартфона. В данном случае в качестве смартфона выступает iPhone 5, но чехол подойдет и для других смартфонов, которые схожи с iPhone по форме. Вы можете сплести этот чехол из вот такого сочетания резинок, из чередования красных и белых, например, я еще один чехол такой сплел, либо другое сочетание цветов, которое вам самим нравится, вы можете использовать. Когда чехол надет, у нас с вами телефон остается полнофункциональным. Мы с вами можем получить доступ к зарядке, мы можем вставить шнур для наушников. Кроме того, мы с вами можем фотографировать, потому что у нас здесь сделано специальное отверстие для видеокамеры. Итак, давайте не будем откладывать в долгий ящик этот урок. Начнем. Приготовьте ваш станок и центральный ряд снимите. Нам понадобится только два крайних ряда. И смотрите, чтобы открытые стороны ближнего к вам ряда смотрели вправо, а открытые стороны дальнего ряда смотрели влево. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать. Я буду использовать розовый и желтый цвет. Сначала нам с вами нужно накинуть основу. Основа накидывается следующим образом. Два первых столбика пропускаем, накидываем резинку розового цвета на второй столбик ближнего к нам ряда, переворачиваем восьмеркой и накидываем на третий столбик дальнего ряда. Теперь берем еще одну резинку розового цвета, накидываем уже на второй столбик дальнего ряда, перекручиваем восьмеркой и накидываем на третий столбик ближнего ряда. У нас получилась буква X, и далее нам нужно накинуть еще три таких буквы X. Каждый раз розовую резинку мы с вами должны повернуть восьмеркой. Третья буква X. И, наконец, четвертая. Мы с вами плести начинаем этот чехол с нижней части. Вот отсюда и вверх пойдем. Поэтому сейчас нам нужно сделать вот такое отверстие для зарядного устройства. Поэтому мы с вами два столбика пропустим, а начнем накидывать основу дальше. Продолжим накидывать ее. Тоже делаем буковку X, переворачивая каждый раз розовую резинку восьмеркой. И здесь нам тоже нужно 4 буквы X накинуть. Теперь опустим на каждом столбике резинки розового цвета вниз. И возьмем опять по одной резиночке розового цвета, и теперь нам нужно накинуть их следующим образом. Со второго столбика ближнего ряда на второй столбик дальнего ряда. При этом тоже поворачиваем эту резинку восьмеркой. Теперь на следующих двух столбиках точно так же накидываем резинку восьмеркой. И нам нужно таким образом накинуть резинки розового цвета на все противоположные столбики, там, где у нас сейчас накинуты резинки розового цвета. Вот сюда не нужно накидывать, но дальше зато нужно. Так. И, наконец, две последних резиночки и последняя. Отлично. Это мы с вами сделали основу. Теперь нам нужно накидывать уже слои нашего будущего чехла. И первый слой у нас будет из резинок желтого цвета. Берем одну резинку желтого цвета и накидываем ее со второго на третий столбик ближнего к нам ряда. Берем еще одну желтую и накидываем уже с третьего на четвертый. Далее с четвертого на пятый, с пятого на шестой. С шестого, обратите внимание, на седьмой накидываем, на тот, который у нас ранее был пустым, на него накидываем. И далее продолжаем накидывать до конца этого ряда, ближнего к нам. Когда мы с вами дошли до последнего столбика, нам нужно перейти на следующий ряд. То есть накидываем вот таким образом резинку. И по дальнему от нас ряду тоже начинаем накидывать
уже в левую сторону. Получается, мы с вами против часовой резинки накидываем по всему периметру нашего станка. Не считая, конечно же, вот этих столбиков и вот этих столбиков. Здесь тоже накидываем на тот столбик, который ранее был пустым. И продолжаем далее. По одной резиночке накидываем до конца этого ряда. И теперь замыкаем, накидывая последнюю резинку вниз. И вот у нас получился такой прямоугольник. Мы с вами накинули по одной желтой резинке по всему периметру. Теперь, если мы поставим станок боком, то увидим, что у нас есть нижний ряд из розовых резинок и верхний ряд из желтых резинок. Так вот, нам нужно захватить на каждом столбике все розовые резинки, независимо от того, какое количество розовых резинок на том или ином столбике лежит, взять и с внешней стороны скинуть внутрь. Раз. Здесь тоже с внешней стороны скидываем внутрь. Здесь берем все розовые, скидываем внутрь. И так абсолютно на всех столбиках станка. Теперь переворачиваем станок и продолжаем скидывание уже по этому ряду. Когда мы с вами накидывали желтые резинки сейчас, это у нас был первый ряд. Таких рядов нам нужно сделать 4 штуки. Сейчас будем накидывать второй ряд. Второй ряд у нас будет, соответственно, из розовых резинок, потому что мы с вами чередуем желтые, розовые. Перед тем, как накидывать следующий ряд, я рекомендую на каждом из столбиков опустить резинки максимально вниз. Теперь берем розовую резинку и накидываем ее вот отсюда по ближнему к нам ряду вправо. И против часовой стрелки по всему периметру прямоугольника. Прямоугольником я называю всю вот эту нашу конструкцию. Опять поворачиваем станок боком и видим два слоя. Желтый нижний слой и розовый верхний слой. Желтые нам нужно с каждого столбика с внешней стороны скинуть внутрь. Теперь для удобства разворачиваем станок, чтобы дальний ряд стал ближним. И вновь снимаем желтые резинки с каждого столбика по ближнему теперь к нам ряду. Отлично. Второй ряд розовый у нас с вами готов. Теперь мы с вами накинем еще два ряда, желтый и четвертый ряд розовый. Берем резинки желтого цвета и накидываем вот с первого столбика на второй. И далее по периметру, как обычно, против часовой стрелки по одной желтой резиночке на каждую пару столбиков.
Снимаем ряд розовый. Разворачиваем станок, чтобы дальний ряд стал ближним. И уже снимаем с ближнего, который ранее был дальним. Вам не нужно считать, сколько резинок на том или ином столбике. Просто захватывайте весь розовый нижний слой. И, наконец, нам нужно сейчас последний, 4-й ряд накинуть. И снять желтенькие с внешней стороны внутрь на каждом столбике. Почему этот ряд последний? Ну, он последний для этого этапа плетения. А далее у нас счет пойдет заново. И я расскажу почему. Опять накидываем розовые по периметру, по всему станку. Теперь снимаем, как обычно, нижний слой. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Сейчас мы с вами переходим к следующему этапу плетения, а именно вот это отверстие будем делать для экрана. То есть нам нужно сейчас закрыть все петли, которые находятся вот здесь внутри, а будем продолжать вот эти петли и те, которые находятся сзади. А здесь у нас будет идти пустое место. Смотрите, как нам нужно завершить вот этот центр. Нам с вами справа нужно отсчитать 3 столбика, на которых накинуты резинки. Первый, второй, третий. На этом столбике нам нужно посмотреть, где находится верхняя резинка, а где нижняя. Здесь 2 резиночки накинуты розовых. Изнутри заводим крючок и, отодвигая верхнюю резинку, захватываем нижнюю розовую. Снимаем ее с этого столбика и накидываем на следующий. Теперь уже на следующем нам нужно изнутри захватить самую нижнюю резинку, отодвинув все верхние тыльной стороной крючка, и накидываем на следующий столбик. Здесь поступаем точно так же. Изнутри поддеваем, отодвигаем все лишнее, захватываем самую нижнюю резиночку розовую и накидываем вперед. Далее опять отодвигаем верхнюю, захватываем нижнюю, накидываем левее, отодвигаем верхнюю тыльной стороной, захватываем нижнюю, накидываем влево и, наконец, отодвигаем верхнюю, захватываем нижнюю и накидываем на третий столбик, если считать слева. Вот эти я никогда не считаю. Первый, второй, третий. Мы на третий с вами накинули. То есть, смотрите, мы с вами начали скидывание с третьего и закончили третьим. Теперь делаем следующее. Начиная с 4-го столбика, мы с вами берем, зацепляем все резиночки, которые на нем лежат, и с внешней стороны скидываем внутрь. Этот столбик у нас получается пустой. Следующий тоже все скидываем, он у нас тоже получается пустой. Далее скидываем, далее скидываем и далее скидываем. Мы с вами должны остановиться на третьем столбике. Первый, второй, третий. А далее все резинки с центральных вот этих столбиков мы с вами скидываем. И здесь 3 у нас остается не скинутых.
Здесь у нас находится сейчас 3 розовых резиночки. Здесь у нас находится 1 розовая резинка. Так и должно быть. Теперь на всех столбиках опускаем максимально вниз резинки, чтобы накинуть следующий ряд. И мы с вами счет рядов теперь начинаем опять с нуля, потому что мы с вами к следующему этапу перешли. Следующий этап — это вот эти у нас ряды, мы с вами их кверху пойдем. И этих рядов нам нужно накинуть 16 штук. Сейчас накидываем первый. Теперь мы с вами накидывать будем вот с этого столбика, третьего справа, на ближнем к нам ряду. Накидываем с третьего на второй, со второго на первый. Как обычно, с вами идем вверх. Идем по верхнему ряду накидывать. Здесь мы с вами заканчиваем на третьем столбике. Далее, те, которые столбики пустые, на них мы с вами резинки не накидываем. Заканчиваем третьим столбиком. Берем теперь крючок и с каждого столбика снимаем все нижние розовые резинки, независимо от того, какое количество их на столбике лежит. Здесь, например, у нас 3 снимаем с внешней стороны туда, внутрь. Здесь 2 с внешней стороны кидаем внутрь, здесь тоже 2 кидаем внутрь. Но считать их не обязательно, как я уже сказал, потому что независимо от количества. Здесь 1, тоже мы с вами ее внутрь кидаем. Здесь 2, здесь 2 и так далее, везде по 2. Теперь разворачиваем станок, чтобы нам было удобнее по этому ряду производить скидывание. Берем здесь розовые резинки и все их по этому ряду скидываем. Я напомню, что сейчас мы с вами накидывали первый ряд, а всего нам нужно накинуть таких 16. Я вам советую, когда вы будете накидывать эти 16 рядов, записывать. Сделали ряд, записали, что 1 ряд. Далее еще сделали, записали, второй записали, третий сделали, записали, чтобы вы не запутались в количестве рядов, которые вы уже сделали, и в количестве, которое вам еще предстоит сделать. Сейчас нам нужно накинуть следующий ряд. Это будет второй. Розовый цвет у нас используется для этого, потому что мы чередуем всегда желтый и розовый. Опять же, те столбики, которые у нас с вами пустые, мы не трогаем. Здесь начинаем с третьего, а здесь заканчиваем третьим. Готово. И теперь опять же с каждого столбика снимаем нижний желтый ряд, независимо от того, какое количество желтых резинок на том или ином столбике находится. Здесь сняли. Здесь теперь снимаем. 1, 2, 3. Разворачиваем станок. И снимаем здесь со всех столбиков желтые резинки. Ну вот, мы с вами второй ряд завершили. И таким образом сделайте, поставьте это видео на паузу и сделайте еще 14, потому что всего 16 должно быть, 2 сделали. Поэтому сделайте еще 14 таких рядов, чередуя желтый и розовый цвет. Я же сделаю то же самое за кадром. Ну вот я накинул еще 14 рядов, и у меня получилось в этом блоке всего 16. Здесь 4, здесь 16, и нам сейчас еще нужно несколько рядов будет накинуть. Сейчас наша задача сделать вот эту часть, чтобы после отверстия у нас шло сплошное плетение, и сделать отверстие с другой стороны для фотокамеры.
Давайте приступим. Следующий слой после розового у нас идет желтый, поэтому берем резинки желтого цвета и накидываем с первого на второй столбик по ближнему к нам ряду. И продолжаем накидывание до конца этого ряда. В том числе нам нужно сейчас накинуть на те столбики, которые ранее в процессе плетения были пустыми. Накидываем. Далее. Наверх переходим на дальний от нас ряд и уже по нему в левую сторону накидываем. Отлично. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Справа отсчитываем 3 столбика. Первый, второй, третий. Внутри третьего столбика заводим крючок. Захватываем ту резинку, которая у нас находится в самом низу. Снимаем ее отсюда и накидываем на столбик, который находится левее. Далее здесь захватываем, накидываем на столбик, который левее. Здесь захватываем. И таким образом мы с вами снимаем с предыдущего столбика и накидываем на последующий, на всех столбиках, заканчивая третьим. Вот здесь мы с вами останавливаемся и дальше уже не идем. Теперь мы с вами производим снятие нижнего ряда точно так же, как и во все другие разы мы с вами делали. Просто независимо от количества резинок, которые находятся внизу, розовые в данном случае, мы с вами берем их и со всех столбиков скидываем, где они есть. Здесь у нас нет розовых внизу по центру, поэтому мы, соответственно, ничего здесь и не снимаем. Переворачиваем станок и снимаем уже по этому ряду тоже все нижние розовые резинки, независимо от их количества на каждом столбике. Отлично. Опускаем со всех столбиков резинки максимально вниз. И сейчас будем накидывать следующий ряд. Так. Следующий ряд у нас идет розовый. Я переверну станок, чтобы та часть, которая открытая в чехле, смотрела на меня. И накидываю, начиная вот с первого столбика на второй, со второго на третий и так далее по всему станку, по всему периметру. Замыкаем последней резинкой этот периметр и снимаем, как обычно, нижний слой. Нижний слой у нас сейчас состоит из желтых резинок, тоже независимо от их количества. Вот здесь 3, например. Мы с вами их скидываем с внешней стороны внутрь нашего прямоугольника. Сначала один ряд. Затем переворачиваем станок, чтобы дальний ряд стал ближним к нам. И снимаем уже резинки с получившегося ближнего ряда. Желтые резинки со всего периметра, независимо от их количества на каждом столбике. Готово. На всех столбиках опускаем резинки максимально вниз. И сейчас мы с вами займемся созданием отверстия для видеокамеры. Расположите станок таким образом, чтобы отверстие для экрана смотрело на вас. И у нас получается, что отверстие для видеокамеры находится вот здесь. Соответственно, на этом чехле оно будет у нас находиться на дальнем от нас ряду, вот в этом месте. Развернем станок таким образом, чтобы та часть, которая у нас будет под видеокамеру,
была ближе к нам. То есть отверстие у нас для экрана смотрит в ту сторону, а ряды и столбики, которые для видеокамеры будут, смотрят на нас. То есть вот такое сейчас у нас расположение получается. Берем крючок, и сейчас нам нужно снять, вот здесь подцепить на третьем столбике, отодвинуть резинку, которая находится выше, захватить резинку, которая находится внизу, и накинуть ее на столбик, который находится левее. Теперь здесь отодвигаем изнутри, захватываем, отодвигаем тыльной стороной крючка резинки, которая находится выше, захватываем самую нижнюю и накидываем на самый левый столбик. Теперь с центра нам нужно резиночку, их даже здесь две, снять. Вот, у нас столбик центральный будет пустым. Это и есть и будет отверстие для камеры. Теперь нам нужно накинуть следующий ряд. Следующий ряд после розового, это у нас желтый. Давайте начнем накидывание вот с этого столбика, на котором находится сейчас одна резинка. Здесь у нас одна получилась, а здесь получилось 3. Так и должно быть. Берем с того, где одна, накидываем на следующий справа. И таким образом по всему периметру мы с вами производим накидывание, но останавливаемся вот на этом столбике. Берем желтую, далее гоним по этому ряду. На дальнем ряду у нас идет последовательность справа налево, потому что мы с вами против часовой стрелки стараемся всегда накидывать. И заканчиваем, как я уже говорил выше, вот на этом столбике. Теперь берем крючок и со всех столбиков скидываем нижний слой. В данном случае нижним у нас является розовый. Здесь 3 резинки. Мы берем их все 3 и скидываем с внешней стороны внутрь. Здесь у нас одна резинка розовая. Скидываем тоже. И далее у нас на всех столбиках по 2 розовых резинки. Мы с вами с каждого столбика их захватываем и кидаем внутрь. Разворачиваем станок, чтобы было удобнее. И уже на этом ряду тоже все нижние розовые резинки скидываем. Отлично. На всех столбиках опускаем резинки вниз, чтобы нам в дальнейшем было проще накидывать следующий слой. Итак, мы с вами сейчас сделали отверстие для видеокамеры. Но теперь это отверстие нам нужно уже закрывать. То есть делать вот эту часть. Поэтому мы с вами берем следующие резинки, следующий слой. И накидываем, был желтый, теперь накидываем розовый. Начинаем накидывать с этого столбика. И в том числе накидываем на тот столбик, который ранее при создании отверстия для видеокамеры был у нас пустым. Накидываем на него тоже и на остальные. По всему периметру станка мы с вами накидываем. Уходим наверх, на дальний ряд и по дальнему ряду влево.
Берем крючок и делаем следующее. Смотрите, будем закрывать вот эту дырку. Для этого заводим крючок внутри верхнего слоя на третьем столбике, захватываем резинку розового цвета, которая находится ниже, и накидываем ее на столбик, который находится немножко левее. Теперь мы с вами берем вот здесь, крючком захватываем нижнюю резинку со второго столбика и накидываем на первый. Готово. Теперь со всех рядов нам нужно снять нижний желтый слой. Берем отсюда, здесь одна резинка, скидываем. Отсюда, здесь тоже одна, и так далее по всему периметру нашего станка мы с вами скидываем желтые резинки. Разворачиваем станок, снимаем желтые уже здесь, на этой стороне. Отлично. Теперь давайте опустим на всех столбиках резинки. И сейчас мы с вами будем уже завершать наше плетение. То есть делать точно так же, как мы с вами делали основу в самом начале плетения. Сейчас нам нужно сделать точно так же сверху. Тот же рисунок, тот же узор. Накидывание резинок крестиком в виде буквы X. После розового у нас идет желтый слой. Берем резинку желтого слоя и накидываем ее с первого на второй столбик. Вот эти мы не забываем, точнее не считаем, с первого на второй, на тех, которые там, где есть резинки, и перекручиваем восьмеркой. Здесь перекручиваем восьмеркой. Далее таким образом делаем еще один крестик рядышком. Каждую резиночку перекручиваем при этом восьмеркой. Здесь. Далее. Далее. И таким образом нам нужно накинуть такие буквы X до самого конца этого станка, никакие столбики не пропуская. Мы с вами в самом начале пропускали пару столбиков для того, чтобы сделать отверстие для зарядного устройства. А сверху у нас никакого отверстия для зарядки не нужно, поэтому мы можем вот таким сплошным накидыванием, ничего не пропуская, накинуть буквы X. Готово. Теперь берем одинарные резиночки и тоже, как в самом начале мы с вами накидывали на противоположные столбики, точно так же и сейчас. Берем одну, перекручиваем восьмеркой и накидываем на противоположный столбик. Берем следующую резинку, накидываем на третий столбик, ну или на второй, если отсюда считаю, первый, второй, перекручиваем восьмеркой и накидываем на противоположный. И получается вот так у нас на столбиках резинки будут накинуты. До самого конца ряда, ничего не пропуская, мы с вами на каждую пару столбиков должны накинуть такую резинку, закрученную восьмеркой. Отлично. Теперь мы с вами готовы снять нижний ряд. Нижний ряд у нас розовые резинки. Берем, с каждого столбика захватываем и с внешней стороны, как обычно, кидаем. У нас остается 3 на каждом столбике, ну почти на каждом, вот здесь 2 желтых резинки. Так и должно быть. Чуть позже мы посмотрим, что теперь с ними нужно будет делать. Но для начала нам нужно снять все розовые резинки со всех столбиков, на которых они сейчас находятся. Разворачиваем станок и здесь уже снимаем тоже. Отлично. Теперь смотрите, что делаем. Берем какой-нибудь столбик, проще угловой, например, вот этот, правый столбик. Если чехол расположен к нам сплошной стороной,
например, этот столбик возьмем и изнутри проденем крючок и захватим нижнюю резинку. Захватили ее и накидываем на следующий слева столбик. Далее мы с вами должны взять резинку самую нижнюю, отодвинув все лишнее уже на этом столбике, захватываем и накидываем на следующий слева. Далее здесь уже самую нижнюю резинку захватываем, вытягиваем ее с этого столбика, накидываем на следующий. Здесь все лишнее крючком отодвигаем, захватываем нижнюю, снимаем ее отсюда и накидываем на тот столбик, который находится левее. Далее здесь отодвигаем, захватываем и накидываем на столбик, который левее. И так нам нужно снять все нижние самые резиночки по всему периметру этого станка. Там, где не видно, где верхняя, где нижняя, вы можете пальцами помочь себе и расставить правильную последовательность резинок, чтобы было видно, где нижняя, где верхняя. Здесь накидываем резинку уже вот на этот столбик, который на противоположном ряду. Разворачиваем станок и вновь захватываем самую нижнюю резиночку и накидываем на столбик, который находится левее. Здесь захватываем и гоним уже по этому ряду. И, наконец, мы с вами близимся к завершению. Вы помните, что мы начинали такое снятие вот с этого столбика. Именно на нем и нужно нам закончить. Захватываем уже здесь резиночку, накидываем ее на дальний столбик. Теперь возьмем одну желтую резинку, проденем крючок сквозь пару, которая находится на этом столбике, накинем желтую резинку, вытянем ее отсюда. И сделаем петельку. Вторую часть этой резинки накидываем ближе к крючку. Придерживаем здесь пальцем и выводим. Вот у нас получилась петелька. Эту петельку затягиваем. Теперь все столбики освобождаем. То есть попросту снимаем всю эту конструкцию, весь наш готовый чехол со станка. Так, вынимаем. Смотрим теперь, немножко вот так растянем. Смотрим, ничего ли у нас не распустилось. Все ли на месте. Вот эту торцевую часть вы можете немножко вот так потянуть, чтобы резинки встали на свои места и не торчали снаружи. Так. Вот та петелька, которую мы с вами только что сделали, ее желательно вплести внутрь. Для этого мы с вами берем крючок, заводим его внутри чехла, выводим вот с этой стороны, захватываем петельку и эту петельку с вами уводим внутрь. Когда у нас будет чехол накинут на непосредственно телефон, то эта петелька у нас никуда не денется и она снаружи здесь тоже не видна. Отверстие для видеокамеры у нас тоже имеется. Ну вот, я надеюсь... Да, здесь для зарядки отверстия тоже есть. Я надеюсь, данный урок вам понравился. И очень надеюсь, что он не показался вам сложным. Я постарался объяснить максимально, насколько я могу, понятным. Делайте чехлы для ваших телефонов и для телефонов ваших родных и близких. А также подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, я их все читаю. А также ставьте лайки. И до встречи в следующих уроках. Пока!